В нашей сегодняшней рубрике «Живой уголок» мы расскажем о том, что за зверь такой этот коронавирус, и о том, каким образом от него защищает прививка «Спутник Ви». Жил-был вирус. Вирус – это микроскопический живой организм. Его размер действительно очень маленький, лишь 0,1 миллиметра. Как и все живые организмы, вирус размножается. Романтики в этом, правда, никакой. У вируса нет ни сердца, ни мозга. Но вирус все же очень раним. Ему нужны исключительные условия для жизни. Вирус комфортно живет и плодится лишь в организме человека. Вирусы бывают разные. Одни для нас безвредны, другие вызывают болезни и могут даже убить. Время от времени природа создает новые, ранее неизвестные вирусы. Пару лет назад так появился тот, кого назвали коронавирус. Это настоящий вирус-убийца, безжалостен и коварен. Назвали его так, потому что шипы на его круглом теле напоминают корону. Но что это за шипы? Они словно липучки. С их помощью вирус прицепляется к здоровым клеткам человека. Идеальное место для коронавируса – наши легкие. Что же происходит дальше? Вирус обладает чудесной возможностью проникнуть внутрь клетки сквозь оболочку. Делает он это для того, чтобы именно внутри клетки и размножиться. То есть клетка для вируса – настоящее родильное отделение. Здесь для него все и питание, и ограниченное пространство. Внутри клетки вирус дает прямо-таки несметное потомство – сотни и тысячи новых маленьких вирусят. Их так много, что оболочка клетки не выдерживает и лопается. А маленькие вирусята, выйдя из роддома на волю, отправляются на охоту за другими здоровыми клетками. Этот цикл занимает лишь пару дней. Столько живет одно поколение коронавируса. А что же тем временем чувствует зараженный человек? Каждое новое поколение вируса разрушает наши легкие все больше и больше. Это лавинообразный процесс. Дышать становится все труднее и труднее. От недостатка кислорода страдают все органы, и прежде всего мозг. Лечение запущенных случаев оказывается безнадежным. А тем, кого врачам в реанимации все же удается спасти, в большинстве случаев вернуться к прежней нормальной жизни не удается. Поэтому надо защищаться. Лучше не болеть. Самое надежное средство – вакцина. Российские ученые в Институте Гамалеи первыми в мире разработали спасительную прививку. Но как она действует? В чем принцип? Как она защищает нас? Известно, что организм человека защищается от инфекции, вырабатывая антитела. Инфекция – это всегда микроб, бактерия или вирус. Антитела – это армия воинов против болезнетворных микробов. Это боевые молекулы, способные облепить собой, связать, обездвижить, в конечном счете обезвредить микробы. Они всегда вырабатываются у нас после встречи с инфекцией. Новорожденный младенец получает их с грудным молоком матери. Она передает ему иммунитет как память о перенесенных болезнях. На первые месяцы хватает. А потом начинает работать своя иммунная система, производящая свои антитела. Антитела всегда специфичны и работают по конкретным мишеням. Когда же пару лет назад появился новый, доселе неизвестный коронавирус, то антител к нему ни у кого не было и быть не могло. Нужно было научить наш организм вырабатывать новые антитела, нацеленные на новые мишени, конкретно на коронавирус. То есть наш организм предстояло познакомить с коронавирусом, но безопасно. И вот как коронавирус удалось перехитрить. Решили создать своего рода чучело, нечто похожее на коронавирус. За основу взяли известный всем аденовирус, тот, что вызывает легкую простуду. Но при этом из него удалили органы размножения, попросту говоря, кастрировали. То есть вирус есть, даже может проникнуть внутрь наших клеток, но размножаться там не может.
а значит и не может вызвать болезнь. В такой обезвреженный аденовирус вживили ген, вынуждающий наши клетки синтезировать фрагменты короны, только те самые шипы с поверхности зловредного шарика. Сами по себе эти запчасти безвредны, но именно эти шипы, если растут на живом коронавирусе, самое запоминающееся, самое характерное и самое опасное. Мы же помним, что именно они необходимы коронавирусу для проникновения в клетку. Но без тела микроба сами по себе шипы безопасны. Итак, когда обезвреженный аденовирус доставляет в наши клетки приказ производить фрагменты короны, иммунная система начинает против чужаков вырабатывать совершенно определенные антитела. И в будущем, когда организм встретится с реальным коронавирусом, то он будет уже вооружен против его шипов. Антитела, выработанные после прививки, набросятся на агрессора, облепят его и обездвижат, лишат возможности проникать в наши здоровые клетки. Собственно, так и работает вакцина «Спутник Ви». Секретов ни для кого нет. Механизм защиты доказан миллионы и миллионы раз в десятках стран мира. В России он тоже работает. Привитые люди сталкиваются с серьезными проблемами, как ни крути, а куда реже. Ну, разве что отягчает диабет, хроника или уж совсем лишний вес. Да, еще если прививка фальшивая. Есть у нас такое явление.